помидоры, Сливы, помидоры. бананы. Вот, Прям вот так делать, чтобы... Да сколько можно просто? Все кажется, что Блин, нас girl. просто хотят надурить. Всем привет, меня зовут Таня, приветствую вас на своем канале. И сегодня я не одна, я гощу в Питере, и я не могла не зайти в гости к вот этому прекрасному человеку. Мы уже сняли видео про косметику, которая выйдет у Кати на канале. Мы Да, обменялись косметичками. Такая тонна, если что, примерно. Да, так что вот мы накрасились косметикой друг друга. Удивительно, но даже тон кожи у нас как-то более-менее похож на тот, который должен быть. Это было непросто. С учетом аджастер двух, Да, как потому минимум. что, как вы можете заметить, мы очень сильно отличаемся. Да. А сейчас мы поболтаем про новости, поболтаем про наши бренды, про иностранные бренды, посмотрим как в Нельзяграме, так и в Телеграме. Да-да-да. Как Я нам говорю, сейчас в надо. запрет-граме. В запрет-граме. Да. Да, но я запикаю все, что надо, поэтому ссылочки все будут в описании, ссылочки на Катин канал, если вы вдруг там еще не были, тоже все там будет, поэтому Чё, давайте начинать. погнали? Мы начнем с Нельзяграма, с канала... Давай тогда просто у тебя буду смотреть. Да, давай. Я обычно смотрю все новинки на канале Makeup Radar. Он периодически переезжает на разные аккаунты, когда его банят. Там бывает такое из-за сливов. Интересно, за что? Ну, Сливы? что типа, да, как кто-то начинает жаловаться, что вот сливы, все дела. И Сливы, вот помидоры, сливы, там, помидоры. бананы. Вот, начинают банить. Так, С чего начнем? Так, Маград. Пэт Маград. Ой, такой бренд, у которого в последнее время что не выйдет, так и Пулемёт. думаешь, лучше бы ничего не делали. А я каждый раз вспоминаю этот рилс у меня с Тиньковым, типа, да сколько можно просто? И там одинаковые лимитки просто каждый раз. Да, вообще, во-первых, у них лимитки стали похожи больше на Кика, чем на что-то такое, что не стыдно купить. Во-вторых, они выпускают какие-то, мега странные продукты. Вот сейчас они выпустили бронзеры полосатые. Это бронз? Нет, Да. это пудра разных оттенков кожи. Да. Да, это Blurring Under Eye Powder, то есть у них вот это есть беленькое. Я что-то подумала, что это бронзеры, типа как у Марио, вот эти есть такие Мне трехцветные. кажется, эта пудра у нее популярная, она просто расширила линейку, сделала Так, типа а для это всех. что у нас? Это... Фиксатор. Блюрящий фиксатор. Ну, кстати, фиксатор, мне кажется, у него мог выйти прикольный. Я, Вот честно говоря, я вообще в не верю. концепцию блюрящий фиксатор не очень не верю. Почему? Если честно, мне сложно представить. Но он, по идее, Хотя просто должен матовить кожу, и все. я заказала, и мне никак не может приехать. Ой, надо было забрать. Блин, я заказала вот такой, фиксатор Ревгош. Тоже сейчас А, скину от L'Oreal? картинку. Да, типа говорят, что он Мгм. вообще как бетонирует лицо, просто вот так вот. Как правильно, Кика или Кико? Я Кика называю. ну, тоже Но у Кика. меня с ударениями, У конечно. меня тоже проблема. Каждый раз гуглю, потом забываю, думаю, ладно. У них тоже был такой вот в аэрозоле, таком жестком. Мне хотелось попробовать, но я тогда не успела купить. И вот этот от L'Oreal, я так понимаю, что это что-то такое. Блин, типа, прикольно, что скинь он мне потом, вообще да. какой-то лютый прям бетон. Вот мне кажется, это что-то типа такого. Но здесь именно под давлением баллон, то есть он идет как лак, ну да, этот металл. А вот у Pet такое ощущение, что это пластик обычный. То есть Да, он у нее похож то на есть обычный это фиксатор. Типа просто как. жидкость. И мне сложно представить, чтобы жидкость блюрила. То есть я не знаю, как это возможно. Ну вот это интересно. Как это по-русски? Стало интересно заказать. А так у них что выходило в последнее время? Вот эта маска, которая под глазуревую кожу, какие-то странные палетки. Ну да, зачем вообще? Ну, блин, палетки, кстати, уже давно вообще просто не стоит на них никаким Блин, я так местом. разочаровалась, когда я купила последний ее рояль. Это просто был трэш трэшов. Ладно, я думаю, можно ехать дальше. Так, какой-то инди. Notorious Lee Morbid. Вообще первый раз слышу. Релиз какой-то Это очередной. типа Anne очередной- Beauty? Ой, не видите, Анастасия Беверли Хиллз. О, нифига, какие тут, конечно, эти самые Блески. помадки. Ну, помадки, кстати, с хамелеоновым вот таким эффектом для меня все еще это что-то на трэшовом, потому что мне кажется, это выглядит всегда очень странно. Ну, я не видела ни разу красивой хамелеоновой помады, которая выглядела бы не... Не как фрик. Да, не фрик-стайл, а что-то прям вразумительное. Ну, просто блестящие эти. Но красивые. палетка, вот мне такие палетки перестали цеплять. Мне кажется, стало слишком много инди-брендов на Ой, рынке. я забыла. Их стало настолько много, что я перестала видеть в них ценности. Просто покупаю вот какие-то знакомые для себя Клеону, что Энсли. Да, есть такой вайбик. Да, вот немножко. все, что уже неизведанно, это такой думаешь, ну нет. Ну, я уже только нет. вот Tones of Turd купила просто потому, что мне заскамили жестко вот этим Ну, это всем с угарно. говном. Простите, но мне все еще 7 лет, как бы в душе просто. Всем нам столько. Я, честно говоря, тоже посматриваю, но пока держусь. Ну, короче, пока я держусь. сниму это видео. О, Girl Cult, это классно. Ой, я видела, у Насти есть вот эта прям коллекция. Зелененькая.
Ой, нет, не Настя делала репост, по-моему, Beauty Sense. Мгм. Вот это вот. Ну, мне кажется, вышло очень красиво. Во-первых, в целом у Girl Cult коллекция — это что-то на невероятном. Мне кажется, это один из самых красивых брендов сейчас, особенно из китайских. А И вообще вот так вот что Girl радует. Cult где можно заказать? Правильно? Через в китайских основном? байеров на Озоне. Ну, на Озоне там, мне кажется, не сразу все типа Не новое сразу всё. приходит. Но я, видишь, в Казахстан заказываю. В Казахстан так больше мест есть, откуда заказать. Я заказываю Beauty Tao, Аня. Я имею в виду, вот я сама, допустим, Мгм. хочу заказать Girl Cult, я вообще не знаю, где он продается изначально. На Taobao, на каком-нибудь или где вот? Я На вспоминаю, Алике как или называется где? сайт. Не Unhealthy Store. Как-то. Просто М. Healthy Store, наверное. У меня Unhealthy будет. Я это напишу здесь внизу строчкой, что я имею в виду. Мгм. Вот там куча китайских брендов, прям миллионы. По-моему, они, кстати, должны в Россию слать, но я не уверена, что там можно русской картой расплатиться. Казахской точно можно. Ну вот на Алике просто на Джуме Мгм. плюс в том, что там можно все, что хочешь, заказать русской М. картой. Ну, Ну здесь, вот. знаешь, типа новинок нет. То есть там, Мгм, знаешь, какие-то мгм. уже такие устоявшиеся продукты, а-ля палетки, вот эти масла, ну, чтобы там новые коллекции были на Алике, все, видишь, все Ну вот про сайт, про который я сейчас говорила, там можно прям коробку заказать, вот типа как она здесь вот Вот изображена. так было бы прикольно. Да, я Прям вот с думала про анпакингом. зеленую, но мне что-то тогда зажмотилось я тратить столько много Понимаю. долларов. Я бы тоже зажмотилась. Но мне очень нравится, что здесь вот эти вот всякие штучки, типа зеркало какое-то, Подвески. подвески всякая, вот Да, эта лабуда, Таня которая такое валяется любит. везде. Я не очень просто люблю, но это прикольно. Но в этой серии, я так понимаю, нет прям палеток. Тут есть вот какие-то все однушки, куча Румяна. штук для губ, румяна, да, вот палеток вроде нет. Ну Но вот. красиво, красиво, очень красиво. Мне очень понравились вот эти вот румяна кремовые, холодненькие. Да, они такие красивые. прям как конфетки. Ну и по цветам Так. в целом ничего так. Напоминает Вот, коллекция видишь, тут немного уже- вайп бикини-боттома. Что у нас дальше? Да я не знаю, что такое. La Girl косметика. La Girl — это же этот, у них карандаши были раньше классные. Такой какой-то полумассовый бренд. Я помню только LA Girl, у них были такие консилеры, они еще сделали синий консилер, чтобы вот, типа вот это они. тональники менять, делать холодными. Значит, у них вышли бронзеры и хайлайтеры, но они, по-моему, выглядят Как максимально... Офра. Да, как Офра, и как максимально что-то устаревшее. Ну, типа, они еще не вышли, но уже как будто бы не хочется. Ну да, вообще не мой вайбик. Так, тут я Хотя вот этот оттенок красиво, конечно, но, блин. Упаковка решает. Вот. И у меня так с духами, кстати, если мне нравятся духи или там я хочу что-то купить, я не куплю, если мне не нравится упаковка, и она меня типа бесит. Я еще с масс-маркетом так в целом. Мне бывает нравятся продукты в масс-маркете, но я их не покупаю, потому что у меня и так как бы дофига всего, а когда еще лежит масс-маркет, ну до него руки точно не доходят чаще всего. Да. Я его беру, когда вот я железобетонно уверена, что продукт стоящий, классный, там на него очень мало аналогов. Вот тогда да, тогда я Есть беру. такое, да. Вот те же румяна Glow Me вообще в целом. Ну, у Что них Glow Me делает хорошая вообще упаковка, прикольно. да. Alter Ego. Alter Ego — это же этот бренд, который делает на все пародии, копии, да. Вообще с ним очень мало знакома, поэтому давай лучше ты расскажешь. Я покупала у них палетки еще давно, когда Айса, по-моему, его разрекламировала. Я брала пародию на Gold Наташин и на Bronze, кажется. А, На что-то я брала, в общем, мне понравилось, качество было прикольное, и даже этим можно было краситься вполне смело, но меня что-то так как-то не вдохновляют, прям уж настолько откровенные пародии. я бы сказала, калит. Кстати, Sunlit Dreams — это вообще на что? Это на Warm? Наташа делала Ну, на похоже, пародию. да. Но для меня это вообще прям максимально не Мгм. мое. Просто такой коричнево-рыжий кирпичик. Я, кстати, не Что знаю, как... такое? Лето. И, по-моему, у Или Альтера небо. есть какие-то проблемки с заказом в России, в плане, что они только в Америке, и А, вот там это надо вообще искать не прям знаю. людей, кто выкупает с посредников. у Ну него да, с- и получается, что ты как бы не особо-то сэкономишь. Да, потому что ты купил палетку за доплатишь. 1000 рублей, за 1 000 000 рублей, такое себе, конечно. Да. Дальше что у нас? Лаки. Я в лаковой теме вообще никак. Вот я делаю... вот- Гель-лак. Уже, не знаю, лет 8, Да, наверное, поэтому делаю. сорян, но не могу никак прокомментировать. У меня как-то обычные лаки всегда очень плохо фиксировались, и я даже, может быть, и хотела бы чем-то таким позаниматься, но мне бесит вот это ты накрасил, и такой, типа, сидишь, ждешь, пока они зафиксируются Мгм. целиком. И даже если они вроде зафиксировались поверхностно, если ты вот так вот надавишь, они, типа, ну, как бы продавливаются. Это не то же самое, что и гель-лак, Ой, который... меня бесит в целом Я вообще вся не вот могу. эта история. Мне проще просто положить руки там на 1,5 часа, мне что-то поделали, чем Да, я да. сижу, это в себе сам выкрашиваю. Тебе вот это делают за 1,5 часа? Ну, конкретно это делали за 3 часа, но я, Все, бывает, я хожу. спокойна. Ну, Я что-то думаю, это побыстрее. что за мастер или электровеник вообще? Так, дальше у нас by Mitchell. Я, Вот, честно точно, говоря, за точно. столько лет так и не познакомилась с брендом, ничего не пробовала Я вообще. тоже, да. Так что не могу сказать, классная коллекция или нет, но она выглядит так весьма трендовой. Какая-то Да. вся серенькая.
Серенькая, зелененькая, в общем. Не, прикольно, кстати, согласна. Я все хотела у них попробовать палетку, которая с таким коровьим принтом. И еще румяна у них прикольные были такие, всякие разные. Ноль у меня Не помнишь, представления нет? нет. Ну ладно. Мне кажется, когда Митчелл был прям популярный, меня плющило на Джеффри Старе, мне вот вообще казалось, что Митчелл — это что-то из той же серии, но не Джеффри, и как бы мне было неинтересно, а потом Джеффри Стар устарел морально, и Митчелл, по-моему, туда же примерно отправился. Устарел морально. Ну, он какую-то фигню выпускает в последнее время, честно говоря. Так, что у нас дальше? У нас дальше синяя тушь MAC на ульте вышла. Ну, к тушам MAC у меня нет какой-то страсти, а сколько их брала, они очень обычные, вот прям насколько можно. Они не особо чтобы прокрашивают хорошо, как-то сыпятся. В общем, не мое, не захотелось взять. О, вот это прикольно. Это у Question Beauty, и в целом сейчас на рынке появились хамелеонистые туши. Это как будто бы вот хамелеоны пошли дальше, если уже помады, тени, вот это все было давно, никого не удивляет, туши теперь. Ну, хз. Выглядит вроде интересно, но мне что-то подсказывает, что это будут просто блестки на глазах, которые будут осыпаться. Ну, меня вообще не плющит, я что-то побаиваюсь такого эффекта. И как это надо еще к человеку присмотреться, чтобы вообще там что-то, знаешь, увидеть? Да, кстати, иногда в целом цветные туши ни хрена не видно на глазах. Ну, для себя только, если вот прям нравится так покайфовать, но мне как-то не очень так. Ну, я пока тоже как-то не побежала заказывать, хотя мне вот в целом как бы глаз зацепился, что вот такая новинка сейчас есть, и что хамелеоны вот куда-то дальше пошли. Я уже не знаю, что должно произойти. Румяна с хамелеоном. Следующий шаг. Не, это too much. Хотя я не удивлюсь, честно говоря. Это какие-то блестки. Тоже Question Beauty, видимо, тот же запуск. Что вообще за бренд? Можно посмотреть страницу? Давай. Ну, это какой-то индик, по-моему. Вообще, я, знаете, мне очень стыдно, но я как будто от инди прям вообще отвалилась, ну, в последнее время сильно. То есть я стараюсь зачем-то следить с таких более, да, там, популярных запусков, но так много инди, что просто невозможно за всем следить. У меня такое впечатление, что у них и нет какого-то такого продукта, которым бы они прям громыхнули. Ну вот, наверное, скорее, да, это какой-то такой полупроходной бренд. Знаете, как Таня пытается лавировать, знаете, с длинными ногтями. Это очень миленько выглядит. Да, ползаю по экрану. Но я привыкла. Я когда печатаю, я печатаю ногтями. Я когда убирала ногти, у меня был недавно порыв, вот я их прям совсем убрала под ноль. Я все время роняла все из рук. У меня телефон падал каждый день из рук, потому что мне не хватало длины пальцев. Я поняла, что мне это неудобно. Блин, да, я делала наращивание, мне было дико неудобно по клавиатуре, потому что мне как бы, ну, то есть надо прям вот так делать, чтобы как бы палец не попадал на следующую клавишу. Ну вот я поэтому вот так коготками печатаю. Но мне вот так неудобно, мне проще вот так. А если он у тебя длинный, то тебе приходится прям вообще их сгибать жестко. Вот говорят, кстати, что вот эти, как Настя нами любит такие ногти изогнутые, они как раз чем удобно, что у тебя подушечка свободная, у тебя вот типа ноготь тебе не мешает, и ты можешь печатать свободненько. Романт. О, это моя тема. Я знаю, это они сделали, короче, новые оттенки гелей для бровей. И, кстати, прикольный гель у меня. Вот, если хочешь, можешь посмотреть. Давай. Вот у меня есть прозрачный и вот этот бежевый прикольный. Наверное, только мы не сфокусимся. Пока. Смотри, посмок. Вот, и, короче, они сделали коллекцию разных таких светлых оттенков. Но мне, кстати, вот это, в принципе, нормально подходит. Но я не помню, какой это 0,3. Они с ворсинками или они такие обычные? Чуть-чуть, ну так, чуть-чуть. Ага. Ну, не сильно, ну, практически без. Это какие-то мои волосы. По цвету должно вообще Не, мне вот этот нормально подходит, да. Вот. Какой-то серенький. Это прозрачный просто. Я, честно говоря, с корейскими брендами очень на «вы». Мне мало чего у них подходит. Мне обычно все как-то немножко странно. Прям идеально. Более-менее мне так зашел бренд V, но и то у них, потому что больше такой декор разноцветненький, чем что-то для кожи там или для... Ну, короче, вот с Романт у меня как-то, ну, так себе. Так, что это у нас такое крутится, вертится? Париж. Это какие-то парфюмы. Так, вот, Пикси. Пикси выпустили какие-то базы, видимо. Тоже вообще меня как-то не плющит ничего от Пикси. Хотя в Европе я вот сейчас была последний раз, там много где продается в Сефоре, там вот эти румяна их, популярные, еще какие-то продукты, но мне что-то как-то вообще... Мне у Пикси очень нравится уход. У меня есть их тонер такой с Hello Kitty на крышке. С кислотами? По-моему, какой-то... С гликолевый у них самый популярный. Ну, у меня, в общем, рыжий. Рыжего цвета. Вот. И сияющая сыворотка. Мне прям зашло. Но мне не то, чтобы надо было прям какие-то супер-мега работающие продукты. Мне, если в целом не портит кожу, то мне уже нравится. Вот. А декоративка их, ну, не знаю, я посвочила и румяна, потрогала хайлайтер, мне показалось, что это что-то очень переоцененное, потому что сама упаковка такой прям пластик
не лучшего Ну качества. да, такое как-то. что-то. Мне казалось, что уже на тестерах облизали все названия. Мне кажется, Tinted Balm, то есть это как, знаешь, типа тональная основа стики, но тонкая. Типа что-то такое. Это, видимо, не база. Это, мне кажется. Бейс как тон имеется в виду. Ну да, это, Возможно. скорее всего, тональная основа в гелевом формате, в таком типа легком. Ну, мне, в общем, что-то как-то не хочется такого совершенно. Ну, я вообще к Пикси равнодушна, честно говоря. Сье. Вот бренд, который мне абсолютно непонятен, как и Роде. Не люблю я вот эти clean мейкап бренды. Мне все кажется, что Clean нас girl. просто хотят надурить богатые тети, выпуская что-то, что не видно на коже. Короче, Блин, а мне нравится у них консилер и румяна, и бронзер у меня даже еще все еще есть они. Они нормальные. Мне нравятся. ну даже. вот у них вышли, что это вышло? Хайлайтеры? Да. Да, ликвид хайлайтер. Всех оттенков опять. Я Все. что-то, блин, жидкий хайлайтер тоже в последнее время не часто использую как-то. Ой, а мне нравится шиковский, вообще прям Не, он не похож. красивый. Мне очень нравится замешивать хайлайтеры, вот эти жидкие, когда ты еще тон не нанес, ничего не нанес, просто на кожу, и потом сверху тон, и получается кожа так слегка сияет. Вообще мне такой эффект очень Я нравится. последний раз наносила сначала тон, потом хайлайтер, а потом спонжем румяна перемешивая с вот этим хайлайтером. Короче, какую-то такую схему делала. Не, мне нравится вот прям хайлайтер под тон, вообще прям красиво получается. Finding Ferdinand. Да, я не знаю, что это. Я тоже не знаю. Какой-то Finding Ferdinand, ну какие красивые помады-то, божечки мои. А что это вообще за... Сейчас идем посмотрим. Finding Ferdinand, изучаем, что это вообще Подожди, такое. эксклюзивли Credo Beauty, Ага. Founded, тоже я не знаю, кто это. Clean Vegan, понятно. Ясно. Clean Vegan это Ясно, понятно. можно сразу мимо проходить. Почему я прохожу Clean Vegan всегда мимо? Потому что у меня залежи косметики. Если я начну покупать Clean Vegan, это надо будет проводить ревизию того, что стухло, покрылось плесенью. Ну типа быстрее, думаешь, портится? Конечно, вот там же на Косос, на что еще в ту же сторону. Куча отзывов про то, что у них плесень появляется. Хорошо, что не купила косу в Европе. Ну вот я, да, поэтому не беру. О, вот это я хотела. Это Клио. Клио выпустили нюдовые карандаши для губ. По-моему, симпатично. Как раз для светлых. По-моему, супер, нет? Смотри, какие клевые цвета. Но для тебя слишком холодно, я знаю. Ну, мне вообще прям, я вообще точно буду брать, если... Ну, вообще в корейских брендах карандаши в дереве — это редкость. У них, в принципе, достаточно редко. Ну, кстати, меня вот эти встречается. два интересуют карандаша. Вот это я попробовала. Зеленый и фиолетовый. Блин, это офигенно, потому что, мне кажется, это контурные для разных подтонов кожи. Это очень, выглядит очень круто. Не, Я на прям самом деле хочу. я бы взяла, я бы попробовала. Я тем более слышала про клеовские карандаши. У них же есть там сколько-то, 4 или сколько оттенков. Недавно была куча акций в Яблоке, и там все покупали их со Я вот, скидками. кстати, Клио карандаши, по-моему, не пробовала. У меня только от Романт есть, но мне не нравятся корейские именно такие вот гелевые карандаши. Они чуть-чуть такие пластилиновые, на мой вкус. А я что немножко. слышала, что они на шиковские старые карандаши похожи, которые вот Гарда, вот эта вся история. Мне кажется, они больше на именно пластиковые похожи, чем на в дереве. У них вообще вот, ну, я не знаю, может, я, конечно, не супер осведомлена, но как будто бы в Корее карандаши в дереве — это ультра редкость. Только в основном в всяких люксовых брендах, а-ля японских, там, типа Шуэмура, которые вот так вот надо точить. Блин, они всегда такие смешные у них в корнерах. Ты Шуэмура? видела, да, они как такие Да, когти их видела точат всегда. специально как художники такими лезвиями. Поэтому, в принципе, в Корее в дереве карандаши — это очень редко. Ну, прикольно, да. Вот это интересный запуск. Это, по-моему, китайские. Да, это вот как раз этот на Look Healthy Store, где мы смотрели, что можно Girl Food взять. Только я не понимаю, Какой-то. как этот бренд называется. Мао Чо? Мао Гепин. Гипинг. Не читается Г. Они выглядят, кстати, На как... китайском. Они выглядят как какие-то старые люксовые палетки а-ля Estee Lauder, что-то такое. Ну, либо Hourglass немножко вайбик. У них же тоже 4 вышли, типа такие. Да. Ну, короче, мне никак. Я бы вот, если хотела бы взять люкс, я бы взяла люкс. Я Ну, не в знаю. принципе, слушай, выглядит симпатично. Вот это мне какую-то палетку Тома Форда напоминает. У них какой-то есть леопард или что-то вот такое. Леопард вот Сан? такое, да, что-то с желто-таким коричневое, рыженьким. Ну, не знаю, мне вот это, кстати, симпатично даже нравится. А что, как вам, кстати, такие бренды? Норм, не норм? Я вот все хочу Hourglass, 4, может быть, не знаю. У них Я заказала, холодненькая меня уже ждет название. есть. Я заказала какую-то самую скучную, по-моему, из них. Ну, ладно. У меня были надежды, что это будет та палетка, с которой можно путешествовать. Эльф. О, кстати, как тебе вот этот бренд подделок из Ну, Эльф, американских Эльф аптек? на мой вкус, выглядит намного лучше, чем Revolution, честно Это говоря. я соглашусь.
Вот, но... А эльф же очень популярный в Америке, насколько я слышала, что у них там в Ну, аптеках джетик и везде, и везде, да. и они выпускают очень хорошие подделки на Шарлотт Тилбери, там на все хайповое. Да. И ну, вот вот это, я думаю, что на мне так Rare нравится. Beauty, типа, Похоже. скорее всего. На Но у их меня новые пока контуры. не было желания заказать эльфа. В Европе, кстати, тоже, по-моему, вот в Дугласе или где-то, короче, есть. Вот это, кстати, тональник у Глассе неплохой, но он очень легко перекрывает, и ты, наверное, скажешь, что это вообще какое-то посмешище. Вот, это я, наверное, про то и имела в виду. Помнишь, я говорила про А. Шисейда, у них что-то такое выходило. Просто я даже не Ну, он на самом деле очень красиво, очень щадящий, но действительно настолько легкий, что не прикрывает ничего. У меня, кстати, от Hourglass новый тональник, он примерно так же себя ведет. Мне он очень нравится, вот этот, который Хелли Бибер раскрутила в свое время. Мне он очень нравится, но он, ну, у меня просто объективно есть что перекрывать, и мне он вообще, ну, он мне перекрывает 30% от того, что я бы хотела перекрыть. У меня как бы какая история, что если косметику не видно, зачем ее наносить, можно ходить так. Блин, я себе так не нравлюсь. Мне нравится, когда чуть-чуть прям. Не, я люблю либо вот прям намакияжиться, либо забить вообще и... быть Хорошо счастливой. иметь высокую контрастность, скажу я вам. Это можно обсудить. Давай. А как считается этот бренд? Я его Диверун считаю. Диверун? Ну да. Короче, у Диверун выходит прикольная палетка, я ее уже побежала заказывать, потому что мне очень нравится вот эта раскладка с зелеными, естественно. Это вообще прям Танина. Да, зеленый, серый, но мне кажется, она очень интересная и очень так это перспективно выглядит на осень. Плюс мне качество дивероновских теней очень залетает. Они у них тоненькие, наверное, немножечко даже похожи на хиндаш, но более классической формулы. Косячить ими очень тяжело, наоборот, они все так прям акварельненько тушуются, матовые. Сияшки у них как повезет, у них есть такие жирный жир, а есть, есть просто яркие красивые сияшки. Короче, я сразу побежала заказывать, потому что, красивая палетка, бренд мне нравится, почему нет? Ты не знакома с ними? Не, пока не пробовала. Но выглядит прикольно. Вот надо тебе как-нибудь привезти. Диверун. Сделайте пыльно-розовую раскладку, я куплю тогда. Я такой супер однолюб в этом плане, конечно. Я уже сама начинаю себя бесить, но ничего не могу поделать. В последнее время я прям решение о том, чтобы купить какую-то супер яркую палетку, принимаю очень редко. А если это какая-то более моя раскладка, то я больше вероятность, что куплю. Я супер яркие палетки сама в последнее время как-то не особо смело покупаю. Ну а что, это не супер яркое, по-твоему? Нет, посмотри, что тут. Песос. А что это? Где? Вот, серенький, беленький. Да не, это Всё ярко. Но это не нюдик в школу. Вон все такие серебристые, сияшки. Нет, как бы это скорее я бы назвала не то чтобы ярко, это такой ярко-пастельное. Гранж. Ну да. Гранж-пастель. Да. Да, здесь именно не насыщенные цвета, а такие типа немножко saturation, такой в серую ввели, типа. И мне кажется, на осень это будет прям... Ну да, прикольно. Это Simply Posh. Simply Posh и Nomad я путаю. Для меня они оба бренда, которые где-то там существуют. А я только Nomad, или я думала Nomad. Но я только его Nomad. знаю, я вот этот вообще не знаю бренд. Simply Posh, он похож. У меня от них была когда-то палетка с апельсинами, такая рыжая-красная. Палетка с апельсинами. Ну, что-то я вообще не впечатлилась. Она какая-то супер стрёмная была по качеству. Такие, знаешь, вот матовые, как дешевые, самые дешевые инди. Где что-то напрессовано. В общем, я ее продала, не скучаю, не жалею, нового ничего не хочу от этого бренда. А какой бренд вот из Индии тебе кажется прям... Клеона? Вау, топ, круто. Клеона? Ну, Клеона по однушкам, а вот Да. по палеткам. Cosmic Brushes, наверное. Я вот только Викину палетку пробовала. У тебя много космиков? У меня были, наверное, почти все их палетки, но я сейчас расхламлялась и оставила у себя только Serenity. Чтобы помнить, И как еще она такой, выглядит. самая старая такая палетка, у них разноцветная, тоже тут вставлю. И что-то еще вторая у меня какая-то их осталась палетка. Что-то я вот как-то знаю этот бренд, но всегда что-то как-то мимо проходила. Не знаю, надо будет подумать. Они над когда этим. только выпустились, вот на момент Serenity, Muse, еще что-то у них было прям стабильное качество, все хорошо. А потом они начали вот эти жирные сияшки, которые расплываются, делать, которые там надо отжимать. Типа как Ainsley Rain? Да, Я да. вот из-за и этого что-то- очень хочу побороть Ainsley Rain, но меня пугают люди, которые говорят, что ой, они даже у меня, типа, эти сияшки скатываются, при том, что мне ничего не скатывается. И я думаю, что у меня вообще все в труху скатается, потому что у меня и так все А скатывается. с Hensley у меня была такая тоже ситуация. Я покупала когда-то их палетку Strawberry Moon, она у них такая не самая популярная была, но яркая. И мне не понравилось качество, она вот и каталась, и что-то матовые были какие-то стрёмные. Плюс у нее упаковка была как Я тогда вообще мимо. дешевый детский дневник для школы. Такая вот она была. Короче, я долго их игнорировала, но смотрю, типа, все покупают, всем нравится, думаю, ну надо взять. Взяла Glow, и Glow клевая палетка, в ней нет вот этого жира,
Нет, ничего такого, но она, в общем, ей легко красится. Она, кстати, вот как тебе нравится, все такое светленькое. Да, я все хочу взять Snow Moon, естественно, но что-то как-то... Даже Вика говорила, что у нее там подскатывается что-то. Я просто боюсь, что у меня это будет жесть. Вот. Ну, в общем, Simply Posh нет. Вы знаешь, что хочу обсудить? Недавно вышел бренд, вот этот новый, от Мэри Филлипс. Это, насколько я знаю, довольно известный визажист американский. Я вот пытаюсь вспомнить, да. Не помню только, чей это визажист. Но у нее вот вышел бренд. Сейчас вот он появился на Sephora. И у нее вышла вот эта палетка консилеров для разных типов кожи. Вышли... Нет, это уже косметик. Вышли помады и карандаши. И, короче, мне очень нравится по эстетике бренд. Прям красиво выглядит, очень стилево. Как мне кажется, бренды в целом визажистов за границей. Ну, вайбик Виктории Бекхэм какой-то. Немножко. Да, что-то присутствует, но я пока не решилась заказать. Кстати, помада реально как у Виктории Бекхэм. Меня всегда очень это удивляет, когда люди пишут, что, типа, если упаковка, знаешь, одинаковая, то, значит, типа, продукт своровали. Но прикол в чем? Разработка упаковки на каком-нибудь там китайском заводе, где они, скорее всего, их и закупают, это, типа, очень дорого. И проще купить просто какой-то готовый вариант упаковки, там, разукрасить его, обматериализовать каким-то материалом, который вам нравится. Это может быть что угодно, от пластика там, до металла и прочее. Но сама форма, типа, разработка, она вот, типа, есть. И когда кто-то пишет, что, типа, вот, это обязательно сперли вот этого бренда, на самом деле сперли не у бренда, а сперли у завода этого бренда, просто которым они заказали. Это то же самое, что как вот с Воеводиной, вот дай палетки, вот это Make Up Forever и Воеводина. Это ж одна палетка. Да, это ж одна... И на Алиэкспрессе ж продаются еще под самопрессы такие палетки. Это ж не значит, что Воеводина такая взяла, типа, и как бы, ну, она просто, скорее всего, связалась с заводом, вот, который делает Make Up Forever'ские упаковки, потому что здесь упаковка один в один. Все, она просто под это лекала, там, условно, заказала рефилы на заводе, который уже именно тени делает. И, скорее всего, есть какой-то отдельный завод, который, типа, делает упаковки. И мне всегда очень странно, когда люди думают, что, типа, они своровали, ну, как бы, формулу, при том, что это вообще никакого отношения не имеет. Вы спросите у любого там человека, который производит какой-то продукт в продукте, например, ты делаешь уход, у тебя может быть упаковка сделана в Китае, а замес в России. Это вообще никакого отношения не имеет к тому, что ты упаковку заказал в Китае. Извините. Да, все так, все так. Но, тем не менее, когда выходят какие-то уж откровенные такие, как сказать, упаковки от хайповых продуктов, типа как вот когда у Шик вышли вот эти трёхи, и сразу они напоминали Hourglass, ну, все равно начинаешь сравнивать, потому что очень похоже. Ну, вот тут интересно, где она, типа, эти упаковки делала в Китае или там в том же заводе. Ну, я не думаю, что, кстати, итальянский завод, она же их делает в Италии, эти палетки. Почему все удивляются, что, типа, дорого? Ну, как бы... Извините. Ну, качество, кстати, норм. Партия в 10 тысяч палеток на итальянском заводе, на котором делают Hourglass, и партия 100 тысяч и миллион стоит совершенно по-разному. Естественно, они будут дороже, ты не можешь за 1000 рублей такую палетку изготовить, у нее себе просто, 2, наверное, с половиной, мне кажется, минимум за сами продукты. Поэтому то, что там накрутка в 2 раза, ну да, это дорого, но просто я не вижу, вообще, я никакой другой экономики здесь вообще не представляю, кроме той, которая есть у Шик. Да, это дорого, но, у нее... Эти палетки, то есть одно дело, если бы она своровала дизайн и вот эту саму структуру рефила, но сделала бы на каком-нибудь супер дешевом производстве в России, и там было бы написано «сделано в России», но при этом прайс 6 тысяч, я бы удивилась. Но у нее-то как бы производство в Италии, я просто тоже вот не очень, ну, как бы я не особо разбираюсь, честно. Но чисто мои догадки в том, что как бы странная претензия, что как бы, она же заказывает эту текстуру, их формулу, запатентованную итальянским заводом, видимо, какую-то, которую они там договорились, да, воссоздать, но это очень дорого, мне кажется, она не может стоить 5 копеек. Ну, а ты прям вжилась в тему? Ну, потому что меня бесит это, реально. Да не, на самом деле все по делу, и далеко не всегда продукты, которые похожи или выходят в похожих упаковках, это что-то... Это вообще может быть да, не это может быть вообще совсем другой продукт. Слушай, наверное, последнее, что хочется обсудить из таких... Что это такое яркое? Это Blend Bunny. Что-то вообще тоже никогда не стояло. А Blend Bunny, кстати, у них классные эти матовые палетки. Вот если тебе когда-то захочется вот радужные макияжи, яркие, любые. У меня из Beauty Bay до сих пор лежит. Не, вот, кстати, Blend Bunny прям стоит попробовать. Мне кажется, они матовые прям довели до какого-то совершенства, именно яркие. И мне вот, когда нужно для каких-то марафонов, куда угодно, я вот их всегда палетки беру. Будет точно классно, точно они все эти цвета друг в друга войдут, любые в любые. И будет очень красиво. Но вот это сомнительный, конечно, какой-то запуск. Это вообще похоже на палетку румян. Да, это, походу, палетка румян, хайлайтеров, какой-то лабуды. Ну, это вот не то, зачем надо идти к Blend Bunny. К ним надо идти за палетками теней. Что ты хотела? Я хотела обсудить вот это. Urban Decay Naked.
Как тебе? В У меня глаз 2025 У меня глаз задергался от такого оформления. Мне кажется, Urban Decay — это вот бренд, которому можно позавидовать, как они доят свою корову, Naked и Space Cowboy. Потому что, по-моему, у них больше ничего нет. Не, ну, мне нравится крышечка красивая. Ну, Крышечка типа вот это красивая. как у... Кто последний такой делал? У Наташи Динона, по-моему, что Да, было, да? было. Если бы они сделали просто ровные рефилы, ну, честно, И меня бы... сделали бы не Naked, Ну, типа, да, просто какое-то, Да. возможно, новое а название. так выглядит, конечно. Ну, вот сама упаковка, вот эта вот часть, если бы они сделали какие-то рефилы более ровные, одинаковые, меня бы, наверное, больше привлекло. А я еще, знаешь, что не люблю? Когда рефилы вот такие вот плоские. Мне сразу кажется, что палетка просто теряет в цене, ну, очень сильно. Когда за это не люблю палетки Романовой, например, мне прям не хочется. Я поняла, что ты имеешь в виду. Все, я поняла. Ну, это, думаю, да, что связано с прессовкой, то есть это не запеченные какие-то тени, скорее всего. Ну, как-то это достаточно дешево выглядит. Кстати, Фэнти, вот еще, да. Цветные вот эти. Да, но мне кажется, это уже все везде обсудили, но тем не менее запуск прикольный. Что они расширили свой хайповый Diamond Bomb на Да, другие мне хочется оттенки. вот это. Ну, если пень розовый, как бы. Они, кстати, на US Mall уже есть. На US Mall можете пользоваться промокодом моим. Не извращай меня. Он работает на все. Блин, ну все, придется брать. Так, ладно, погнали на Давай. Beauty Sense. Там как раз, кстати, схожий запуск у Пуси, румян, как у Bicolor. Видела? Буквально на днях. И там тоже все написали, что типа это тупо Bicolor. Вот тут, возможно, я готова согласиться с тем, что там что-то как будто бы может быть не очень честно или там прозрачно, потому что, скорее всего, у них и продукты, и упаковка, и все это сделано плюс-минус в одинаковых местах. И опять же, если там цена будет там сильно дороже, то тут как бы да, получается, что как-то странно, что вы один и тот же продукт в разных брендах просто за счет позиционирования один продаете дороже, чем другой просто за счет того, что бренд дорогой. А по-моему, у Mixit еще такие же румяна выходили. Вот я не помню, но такая вот упаковочка, как мне нравилась у Bicolor, мне кажется, одна из первых. Ладно, шутка. Кто на Ютубе вообще типа их похвалил, ну может быть, я не знаю, я просто не часто смотрю кого-то других блогеров, чтобы как-то свое мнение, знаешь, было типа вот максимально мое первичное, да, типа, и чтобы я ничего информацию не пересказывала, но у них похожая упаковка, да, и здесь я еще могу как-то заподозрить. Ну, интересно, с формулой что, потому что у Bicolor мне очень нравилась именно необычная формула вот этого мусса такого, как матового. У меня, кстати, они до сих пор есть офигенные. Да, и у меня они тоже были, я не помню, расхламила их в итоге или нет, но мне нравилось ими пользоваться, что они ни на что не похожи. Да, это вот в свое время, вот когда они вышли, ну, это был первый продукт, то есть они ни за кем не повторили. Это классно. Откопали где-то китайский завод с уникальными формулами. Давай дальше, погнали. Давай. У нас выходит какая-то Stellary Collection Dubai Weekend. Но, честно говоря, Stellary бренд, который я игнорирую просто потому, что у них упаковки — это просто трэш трэшов. Ну да, хотя, конечно, как блогеру надо бы все это пообозревать по-хорошему. Потому что иногда, знаешь, вот какие-то иногда вот буквально вот единичные где-то там текстуры, что-то, да, бывает такое прикольное. Но для этого надо перерыть просто тонну говна, извините. Ну, тут, кстати, много всего выходит. Не могу сказать, хорошо, нехорошо, но вот, возможно, карандаши для губ. Карандаши для губ, кстати, у них в основной линейке ничего такие. Да, но последние партии, которые я, когда я покупала их, у меня они в точилке, короче, сыпятся, дробятся, и я тоже давала этот отзыв в Телеграме, и мне тоже кто-то говорил, что да, типа у них, видимо, производство... Качество дерева стало... Ну да, очень упало, и ты как бы точишь, и у тебя просто чуть ли не сыпется эта деревяха, короче, она там какая-то максимально херовая. Так, дальше. Love Generation выпустил масло блеск для губ. Возможно, как всегда, кстати, ничего. С этим сексуальным подтекстом каким-то, да? Ну, там кто-то уже типа покекал с этого, но это ж не помню, что, типа, что варежка какая-то странная, типа. Немного такое. Ну, цвета, кстати, ничего, такие хайповенькие вполне. Как обычно, рыжий, красный, вишневый, коричневый, все на месте. Да. О, House of Key. Меня прикалывает этот бренд тем, что они тизерят палетку, потом пропадают куда-то на 1000 лет, типа месяца на 3, на 4, потом такие, так вот, тизер был. Мне нравится оттенок Dead Inside, я вот только ради него хочу купить, видишь? Да. Ну, кстати, у палетки в целом такой вайб, как мне кажется... My Chemical Romance 2008. Что-то, да, такое немножко присутствует. Эмма Стайл. Но сережки какие-то грустные. Ну, как-то да, если они старались сфоткать, то это печалька. Хотя, не знаю. Как в жизни все бренды по-разному. Если вы не видели сводчи Золотого Яблока, на хайлайтер какие-нибудь.
Я где прям там помню. ничего нет, и просто кисть. Но у меня был мем тоже в Телеграме, что, типа, если вам кажется, что ваша работа, типа, бессмысленна, вы просто посмотрите сводчи хайлайтера в «Золотом яблоке». Потому что там просто обычно какая-то, знаешь, такая, типа, Матовая небесная пыль просто вот здесь какая-то лежит, и, типа, хайлайтер. Визаж обсуждает, выпускают матовые помады. А матовые помады для меня, кстати, странная тема. Они вот начали выходить, и у Influence вышли, вот здесь. Но я как будто бы морально не готова к матовым помадам. А я что-то не очень понимаю, это в каком виде, типа, с аппликатором? Мне Здесь кажется, просто это жидкое. не указано. Как будто бы жидкое с аппликатором. Ну, я бы какой-нибудь вот такой один пробовала. Не, красиво, но вот как ты вообще к матовым помадам? Сейчас я редко пользуюсь. Я больше в пуле Мгм. тогда. Мне нравятся какие-то полубальзамы, полупомады. Вот я матовые, наверное, люблю такие, которые как классические кремовые, даже, наверное, скорее формулы чуть-чуть, типа такие приглушенные, но прям глухо матовые. Я вот меня жизнь к Да, такому меня не тоже, готовила. в да, этом году. чуть-чуть с сатином каким-нибудь. Ну, мне кажется, у этих не прям наглухо. А мне кажется, они так прям такие, вон, все эти подчеркивают даже. Честно на говоря, мне руке. кажется, что вот эти фотки — это фильтр фотошопа, Мгм. потому что невозможно сфоткать одинаково, ну, типа 4. Ну да, да. Так что... В общем, посмотрим, как оно будет. Да. О, вот этот супер-мега-богаческая палетка от Yves Saint Laurent с румянами. Как тебе? Мне, по идее, по долгу службы надо бы ее купить, но меня вот эта нижняя часть немножко смущает, и мне не хочется. Ну и на самом деле, по сути, это сборник предыдущих однушек, я так поняла. То есть это ничего нового вроде в этом нет, насколько я понимаю. Меня эта палетка смущает тем, что она, скорее всего, будет гигантская, и как будто бы будет не очень хотеться ее доставать. Я, в принципе, вот этот формат duty-free палеток, она вот именно так и выглядит. И что-то как-то Точно. не супер фанат я их. Ну, не знаю, в какой-нибудь люксовый визажистский кейс неплохо было Ну, бы, а вот для возможно. себя я не вижу особо. Ну, потому что, ну как, если у тебя определенный оттенок кожи, ну, ты не будешь пользоваться темным, а если ты темный, ты не будешь пользоваться светлым. И в чем прикол? Мгм. Ну, не знаю. В общем, что-то Но на ей не очень идет, у нее Мгм. какой-то, что это вообще желтое такое? пятно. Ну, вот я вот так буду выглядеть, у меня предположение. Вот и вот так вот я буду с Слушай, ней. вот с таким цветом даже я, возможно, буду так выглядеть. У Шик, у Натальи Шик. Шик-шик-шок. В каком, господи, бренде-то? В Шик Студио. Там сейчас столько О, брендов. запутались уже в этих Короче, брендах. выйдет красота. Я уже, честно говоря, готовлю кнопку нажимать, когда будет релиз, потому что мне очень красиво с этого, как это Да. выглядит. Тоже, кстати, как вишные банки выглядят. Опять же, я думаю, что это просто заказанные банки. Ну, в Мгм. каком-то производстве это, ну, значит Скорее всего. примерно ничего, кроме того, что она заказала банки. Но вот эти двушки, это очень красиво. Мне прям хочется, и мне кажется, мне хочется в нескольких оттенках. Мне очень нравится формат. Говорили, что похоже на Westman, но мне кажется, не очень похоже. Ну, а как можно знать, если пока никто не попробовал? Да. Ну, вот это Ну, прикол это какой-то. угар, конечно. А да, что это кто дизайн. нашел? Это сама Настя нашла? Походу, да. Блин. Короче, да, дизайн как постельное белье какое-то. Мне кажется, это типа какой-то фотообои, что ли. Да, фотообои. Ну, Блин, и что-то реально у нее кто-то из дизайнеров взял фотообои. Ну, мне что-то что это вообще происходит? Я не понимаю. что случилось? Это совпадение какое-то или реально так? Но зато можно, смотри, как заколабиться. Такой ставишь себе фотообои, но на видос, снимаешь видос максимально аутентично. Velour Design выпустил однушки матовые. В моем мире матовые однушки — это что-то иностранное, я не знаю, кто это покупает. Я прочитала в комментариях, кстати, там, что реально приходят люди, которые, ну, прям просят, спрашивают и красят. Так что, на самом деле, я думаю, что есть большая когорта людей, которые даже, кстати, наверное, YouTube-то не особо смотрят, кто красится действительно таким образом, вообще, ну, не отрицаю в этом плане. Поэтому... Ну, я нет. Вряд ли Я буду тоже покупать. мне впадлу. У меня даже из-за этого проблемы с однушками Нюаш, потому что я вроде хочу их из этих однушек типа вынуть, потом я понимаю, что мне как блогеру неудобно будет каждый раз поворачивать, смотреть оттенок, и в итоге они у меня вон там, посмотри, купил у них? лежат типа вот в таком виде. Ты купил у них вот эту, как она, прозрачную А мне ее упаковку? прислали. Она очень тоже вон удобная, там. их же видно с той Да, стороны. но там у меня их 5, а рефилов у меня их 45. Да, вот у меня она есть на 15 рефилов. Не, мне прислали же они все новинки. Ну и остальные 40 я куда нет. У меня просто вся почти коллекция. Ну там не вся, ладно, но у меня очень много мне в свое время прислали. И как бы, ну а сколько я сюда положу? А ты выбери самые классные однушки, которые тебе нравятся. И ты что, а мне отправляй потом туда. чехлы выкидывать тогда или оставлять их, что? Ну Я типа, выкидываю. не, я не могу, я как перфекционист, я вообще ничего не выкидываю. Я храню до тех пор, пока не пойму, что мне хотя бы в каком-то виде это не понадобится, а такое очень сложно достижимо, потому что я все время типа думаю наперед, думаю, блин, а вдруг они мне когда-то понадобятся? Нет, я не могу. Поэтому я вот их храню все вот так вот. Короче, это Проблемы жесть. перфекциониста. Это жесть реально вообще. У меня все однушки переселены, вообще все. И
Но у меня есть другая проблема. Я переселяю однушки, и потом никогда ими не пользуюсь, потому что я забываю, где что. Ну вот, да, примерно из этой оперы. Это трешанина от любимого. Короче, у Сергея Любимого вышли блески, где на сайте выложили блески Ким. И Да, я помню, у Вики новости. Это что-то на супер странном, но мне не захотелось взять. Ну, как бы, не мое. Вообще не мой стиль. Я даже вот именно бренд Dope, например, часто прохожу мимо, вот кроме хайлайтеров, и я покупала распил прикольный такой. Но вот так вот глобально мне как-то Dope вообще не нравится, и мне не нравится, что у них все модели постоянно какие-то супер загорелые, я себя чувствую просто, ну да, пошел я нахер, просто, знаете, с этого мема. Ну, просто, да, бренд не для тебя делает косметику, и не для меня. Так, вот Тами Танука, я могу просто концепцию их обновления обсудить. Давай. Странный бренд, потому что раньше меня он перестал интересовать вообще, когда я разочаровалась, что их тени на мне не сидят, они выцветают, я такая, ну ладно, хрен с ним. Рассыпушки мне не фанат. А ты этого Пегаса попробовала? Да, Пегаса я попробовала. Короче, когда они пересели на... так прям в глаз тычется волосы. Короче, когда они пересели на пластик, у них как будто и формулы поменялись, и это стало лучше сидеть, и мне теперь вот в приколах собирать, я стала покупать почти все палетки, ну, наверное, уж кроме совсем неинтересных, типа кота. Блин, я пластика ни одного не пробовала, представляешь? К сожалению, мне стали нравиться новинки Тами, и теперь я послеживаю, что у них там выходит. Вот недавно я купила себе Пегаса и лягушку. Просто я не обозревала, не пробовала Пегаса, но его вроде как вообще все супер засрали. Мне понравился. Вообще 0 вопросов нет. Кайф. Ну, я как бы крашусь-то как? Я ж не крашу вот эти вот сложные формы, какие-то там, где надо прям, чтобы матовый был какой-то супер-мега управляемый. Мне как бы окей, если он просто пигмент, и тебе надо его вот на карандаш вот так посадить, наслоить, и сверху у тебя, да, сияшкой. особенно техника, Таня вот любит именно с ресниц прям плотно что-то темное, потом вот так вот это уводить что-то, да, то есть ты складку там не рисуешь. Вот да, у тебя вообще по-другому. Я практически не пользуюсь бочонками, поэтому мне тушевать тени часто не надо, я просто их карандашом как бы накладываю, я как рисую на глазах, получается. И мне Пегас зашел вообще на ура, мне очень нравятся макияжи, какие получаются. Ну, супер, что хоть кому-то понравилось, реально. Я не пробовала, я просто посмотрела кучу обзоров и вот такая, блин, потрогать. что вообще, что к чему, что происходит вообще? Я не принесла. Почему? Блин, я принесла только лягушку. Жабу. Или лягушка. Это жаба или лягушка? Жаба. Ну, Жаба. Лягушка звучит приятнее. Мне жаба нравится. Вот, а я Пегаса тоже привезла, но я его оставила. Ну, такие рефилы, конечно, просто что такое кура. Но мне, кстати, очень нравится, потому что я ни одну палетку, у меня нет ни одной палетки, ни одного рефила теней, ничего, где я бы протерла хотя бы ямку, ну уж там дырку тем более, поэтому мне вот размер Тами вообще за глаза хватает. Не, ну, эта палетка симпатичная. Да, она ходовая очень достаточно. И ей, кстати, макияжи получаются похожими на Праду. Вот у меня есть Прада, которая вот три палетки недавно выходили с хамелеонами. И у меня девятка, и получается очень похоже. Праду я тоже что-то мимо пропустила чуть-чуть. Шиглам выпустили коллабу с Матрицей, мне очень нравится. Я раньше Шиглам покупала прям коробками, у меня дома стоит коробка с Гарри Поттером, вся коллекция, потом что-то меня отпустило. Я поняла, что в локации не очень бодро и весело кататься с коробками косметики, которые ты не трогаешь. Перестала так делать. Ну, мне очень нравится и палетка. А мне, кстати, кажется, она на Диверун похожа по оттенкам. Тоже такая зелено-серая. Ну, здесь менее пастельная. Поярче. Ну, вот тоже коллекция выглядит как то, что я купила бы коробкой. Но надо очень... Видела мем смешной. Да, ситуация страшная. Блин, да. Даже не знаю, что мне важнее. Ну, мне кажется, я вот обычно... Понимаю. Так, если подытожить, как тебе вообще в целом последнее время новинки будоражит или не особо? Не знаю, то ли я как-то, видимо, уже у меня пересыщение, то ли что, но очень мало новинок будоражит, наверное, потому что уже насмотренность какая-то, засмотренность, я бы даже сказала, есть. Да, пересмотренность, затертость мозгов, и у тебя прям очень мало что голова выдирает, и то даже это не всегда зависит от того, там, ярко, не ярко, это может быть просто... Вот у меня запомнились карандаши Клио, я вот хочу карандаши Клио, хотя это вроде такая супер база, но это то, чем я как бы реально каждый день пользуюсь, поэтому мне хочется попробовать. Вот это прям то, что реально запомнилось, хотя это вроде казалось бы, блин, нюдовые карандаши для губ.
ну, типа, что такого? Ну, вот, не знаю, мне запомнилось. Мне, на самом деле, пока грустненько с того, что выходит в последнее время, потому что я Да, скучаю есть по такое. запускам, что-то типа вот когда бренд и сама и появился, он прям громыхнул, что это что-то такое новое, невероятное, прикольное. Хотелось купить всю коллекцию разом. Мгм. У Наташи, мне кажется, раньше или у Джеффри выходили палетки, их там тизерили за месяц до выхода, Да. там разглядывали, в каких она будет цветах, что будет. Я помню, сама в Инстаграме там ползала по каким-то тегам, пыталась найти что-нибудь, что Да. намекнуло бы. Сейчас такого нет, сейчас как будто бы, ну, выходит что-то такое, ну, окей, хорошо. Да, есть немножко эффект такого пересыщения, и чуть-чуть все друг у друга вдохновляются. Мгм. Там дождь. Блин, отстой. А нам Всё. на концерт. Фак. Но я так и знала, что будет какая-то подмена. Короче, да, даже несмотря на то, что все там друг у друга вдохновляются, если ты можешь так сказать, очень сложно за что-то зацепиться. И сейчас, знаешь, какой-то это back to basics, короче. Мгм. Хочется вот просто румяна глоуми, там какой-нибудь консилер, карандаш, вот все вообще. Какую-нибудь простенькую Да, палеточку, да. мне вот как-то без изысков. Иногда меня заносит куда-то в Индию, но как-то, не знаю, уже не настолько прям будоражит. Да, я тоже уже не так слежу. Мне кажется, я в Индии, вот правда, пошла только в Клеону сейчас, слежу, что у них выходит более-менее, и то вот у них Мгм. палетка выходила, я такая, ну, Палетки у них, если честно, на Чё-то мой нет. вкус прям... безвкусица. Ну, как-то, да, слабоватенько. У них однушки хорошо получается. Мгм. И то я думаю, что они тоже уже, знаешь, какого-то предела достигли. То есть они вот типа... Пошли самоповторы. Да, поездили на этой корове, как Шарлотта на пилоток. И уже как-то вот, ну, пора бы остановиться. А с другой стороны, а что им еще делать? Если они в этом Мгм. хороши, то как бы непонятно. Может, какие-нибудь сухие продукты, типа сухие румяна, может быть. Вот какие-то. прикольно было бы, если они жидкие бы выпустили тени, типа как у Наташи Диноны выходили давно. Но мне показалось, что жидкие хамелеоны, они у всех сохнут быстро, поэтому их вот на рынке и нет в большом количестве. Ты про жидкие, мне что-то Да, да, слышал, да. сухие румяна. Жидкие тени. Ну, просто мне кажется, нужно, ну, как бы они должны в рамках своего профессионализма, то есть если они Мгм. работают в сухих текстурах, значит, они должны делать какие-то вот, основываясь на Мгм. своей бате, на своем опыте, что-то, исходя из Но они же этого. ушли в лаки, мы с тобой просто в лаках не особо, чтобы... Нет. Не, ну, в принципе, подмешать вот этот Мгм. двухромный пигмент в лак, я думаю, это самое простейшее Мгм. решение, которое можно, в принципе, принять. Ну, вот там, например, ожидать от Клеоны, что они какие-то там сухие запеченные румяна сделают, это странно, потому что это не их профиль, Да. ну, скажем так. Ну, опять же, адепты, они же выпускали палетки хамелеонов, сейчас вот начали, у них кисти какие-то прикольные вышли. Мгм. Ну, вот Вышли Адепт, румяна, кстати, один из таких блески. брендов новых, который прям Классные. все бренд. еще стоит. Хотя они тоже уже, по сути, У вдохновляются меня Наташей. конек есть, хочешь? У меня есть. А, У блин. меня оба были. Черт. Ее ничем не удивишь уже, как бы. Да, Ладно. есть такое дело. А мы будем завершать это видео. Я надеюсь, что вам были интересны новости. Спасибо большое, Катя, что пришла ко мне на канал и позвала к себе в гости. Вот на Нет, этом. я очень долго шла, очень долго старалась. Ну ладно, я рада, что ты согласилась приехать. Мы сегодня аж целых 2 крутейших видео сняли, поэтому... Да, так что будем выпускать. Не знаю, какой выйдет раньше, но вы в любом случае приходите на оба канала, ставьте лайки, пишите комментарии, желательно хорошие. Мы будем очень-очень рады. Вам спасибо, что досмотрели видео до конца. Подпишитесь на оба канала обязательно, обязательно. Мы вам очень-очень рады. И всего вам самого классного. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.